От пациентки. Коротко ситуация. В октябре 2019 год в Беларуси оперировали левую стопу по поводу халакс-валкс на фоне артроза третьей степени. Коррегирующая остеотомия. Операция Шаде, в гипсе 6 недель была, 2 спицы устанавливались. Последующие 2 РТК-снимка амбулаторно описывали как состояние после операции, признаки консолидации. Нога сильно болела и отекала, по поводу чего неоднократно консультации травматолога и хирурга. Пройдено было несколько курсов ФЗТ, массаж, озокерит, лечили контрактуру сгибателя первого пальца и обострение артроза, ЭНПС и аппликации с димексидом. Были забыты швы с воспалением дополнительно ко всему. В общем, последняя консультация травматолога 3 марта по месту операции завершилась 3-м РТК-снимком. Описана как деструкция головки первой плесневой кости и диагнозом остеомиелит с назначением антибиотиков. Мама их начала принимать, говорит, что с ними лучше, и приехала в Москву. 5 марта 2020 года были на КТ в ЦИТО. Заключение консолидации в зоне остеотомии первой плесневой кости не наблюдается. Признаки хронического остеомиелита. Сразу после ходили на осмотр к врачу-травматологу ЦИТО, который всю жизнь занимается стопой. Он посмотрел РТК-снимки и сказал, что консолидации там и не было, и что больше данных за асептический некроз, а не остеомиелит. Следовательно, смысла в антибиотиках нет. Еще он сказал, что не видит на снимках сисамовидную кость. Куда она делась, не знаем. Удаление ее при операциях такого рода не предусмотрено. Пожалуйста, выскажите свое экспертное мнение. Есть ли данные за остеомиелит или отсутствие консолидации наиболее правомочный диагноз? Видно ли кость или ее тоже отпилили? Спасибо. Описание представленных КТ-томограмм пациентки 56 лет от 5 марта 2020 года. Область исследования – левая стопа. Контрастное усиление не проводилось. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, трехмерная реконструкция. Состояние после оперативного лечения халакс-валкс в октябре 2019 год. Данных за консолидацию нет, сформирован ложный сустав, формируются краевые остеофиты, в прилежащих мягких тканях мелкие до 1-2 мм кальцификаты. Контур головки первой плесневой кости неровный, характерно нечеткий и сформированы прилежащие к краю полости костной деструкции размером до 9 на 6 мм. Прилежащие мягкие ткани выражены отечны, плотность жировой клетчатки до +50 +67 Хаунсфилда. Сисамовидная кость первого плюснефалангового сочленения, расположена в типичном месте, без особенностей. Умеренно выраженный субхондральный склероз суставных поверхностей. Выраженные явления артроза стопы, сформированы массивные остеофиты. Явление остеопороза. Анатомические соотношения в голеностопном суставе сохранены. Заключение, КТ, картина состояния после оперативного лечения, остеомиелита первой плюсневой кости левой стопы, формирование ложного сустава. Рекомендована консультация гнойного хирурга. Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук М. Акотов. Заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус. Ассистент кафедры лучевой диагностики СГМУС Им. И. Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. На мой взгляд, по представленным томограммам сомнений в остеомиелите нет. Массивный процесс, требующий вмешательства гнойного хирурга. Пациентку надо госпитализировать. К слову, после оперативного вмешательства, когда был разрез кожи и костей, установлены спицы, асептического некроза никогда не бывает. Если пошло воспаление, значит есть инфекция, не обязательно внешняя, может быть и активация внутреннего воспаления, зубы, ангина и так далее. Остеомиелит – это гнойно-некротическое воспаление кости, костного мозга, окружающих мягких тканей. Патологию вызывают гноеродные бактерии. Чаще всего возбудителем является золотистый стафилококк, гемолитический стрептококк, кишечная синегнойная палочка. При контактном типе заболевания в очаге бактериемии высевается смешанная флора. Анатомо-топографическая характеристика стопы обуславливает развитие остеомиелита в более быстром темпе. Тесная взаимосвязь между отдельными структурами способствует распространению патологического повреждения на рядом расположенные суставы и быстрому вовлечению в зону повреждения иных костей и стопных суставных соединений. Причины остеомиелита стопы. Открытые травматические повреждения, переломы. Воспаление в тканях посредством проникновения инфекционного начала в костную ткань сквозь надкостницу. Первичные повреждения костного мозга, гематогенный остеомиелит. Симптомы остеомиелита стопы. Утолщенная надкостница. Остеопороз воспалительного характера. Частичные деструктивные очаги.
Позже появляются секвестры. На ступне поражаются главным образом короткие кости, в спонгиозной части которых отсутствуют секвестральные коробки и демаркационные линии, костный ров, который отграничивает воспалительный процесс. Лечение остеомиелита стопы. При раннем использовании антибиотиков стремительно снижается температура. Угасает болевой синдром. На КТ стопы отмечается отсутствие, либо незначительные проявления в виде крохотных деструктивных очишков и тонких периостальных наслоений, патологических трансформаций. Использование антибактериальных препаратов позволяет купировать патологический процесс. При небольших размерах очаги рассасываются и происходит замещение костной тканью. В любом случае после применения антибиотиков нового поколения исходом остеомиелита плюсневой кости будет выздоровление.